Урок 1. Сезоны перемен. Привет, Анна. Я уже чувствую, что лето подходит к концу. Я знаю. Просто безумно. Как быстро меняются времена года. За летом следует осень или, как некоторые ее называют, осень. Именно так. У тебя есть любимый сезон. Думаю, осень моя любимая. Цвета такие красивые. Я согласен. Листья на деревьях меняют цвет и создают потрясающий вид. Да, мне нравится видеть повсюду красные, оранжевые и желтые оттенки. Как будто природа рисует шедевр. Вам нравится осеннее развлечение? Абсолютно. Мне нравится ходить на прогулки, чтобы полюбоваться пейзажем. Звучит прекрасно. Я также люблю посещать тыквенные участки в этом сезоне. А, это здорово. Ты тоже вырезаешь тыквы. Да, мне нравится рисовать на них жуткие лица на Хэллоуин. Хм, такой веселый праздник. У вас есть идеи костюмов в этом году? Я подумываю стать ведьмой. Это классика, но всегда весело. Хороший выбор. Возможно, я пойду призраком. Просто, но эффективно. Призраки — это здорово. А как же еда? Тебе нравится осеннее угощение? Обожаю все тыквенные специи. Это как теплые объятия в чашке. То же самое и здесь. А яблочный сидр — еще один мой фаворит. Вкусно. Осень. Это, безусловно, сезон, полный уютных ароматов. Абсолютно. Это прекрасное время, чтобы насладиться природой и отпраздновать традиции. Мне не терпится снова ощутить всю красоту и веселье осени. Урок 2. Мифы и легенды. Привет. Анна, я только что прочитал увлекательный миф о молодом кузнеце. Звучит интригующе. А чем эта история? Речь идет о мальчике, который был настолько невиновен, что боги могли его защитить. Это интересно. Как сработала защита? Они сказали, что его рука не будет обожжена или покрыта волдырями от утюга, с которым он работал. Ух ты! Это потрясающе. Значит, он умел заниматься ковкой без боли. Именно так. Он создал прекрасное оружие и инструменты без вреда для здоровья. Наверное, это и сделало его особенным среди других кузнецов. Да, его мастерство и полученные благословения восхищались им. Были ли в этой истории какие-либо трудности, с которыми ему пришлось столкнуться? Определенно. В конце концов, он подвергся испытанию характера со стороны богов. А, что за тест? Несмотря на свои таланты, ему пришлось доказать свое смирение и доброту. Это ценный урок. Удалось ли ему это сделать? Он это сделал. Его доброе сердце сияло, и боги вознаградили его. Какая прекрасная история. Это напоминает нам о том, что талант сопряжен с ответственностью. Именно так. Мифы часто преподают нам важные жизненные уроки. У вас есть любимый миф или легенда?
Мне нравится история Геракла. О его силе и испытаниях ходят легенды. Геркулес. Это классика. Герои мифов всегда вдохновляют нас. Они действительно верят. Подобные истории оживляют наше воображение. Урок 3. Политические перспективы. Привет, Анна. Я читала о новых изменениях в политике на работе. Правда. Что вы о них думаете? Я думаю, что эта политика позволит решить многие наши проблемы, особенно в отношении поставок. Звучит многообещающе. На какие конкретные проблемы они нацелены? В основном обеспечение нас всем необходимым для эффективного выполнения нашей работы. Это очень важно. Испытывали ли вы в последнее время дефицит поставок? Да, у нас были задержки с поставками оборудования, что затрудняет соблюдение сроков. Могу себе представить, как это повлияло на производительность вашей команды. Это определенно замедлило наше развитие, но мы нашли творческие способы адаптации. Приятно это слышать. В таких ситуациях ключевую роль играет адаптивность. Именно так. Но я надеюсь, что новая политика значительно улучшит ситуацию. Как вы думаете, это также повысит боевой дух команды? Думаю, да. Когда ресурсы доступны, все чувствуют себя более мотивированными. В этом есть смысл. Команда, получившая хорошую поддержку, часто бывает счастливой командой. Абсолютно. Мне интересно узнать, как быстро изменения будут реализованы. Я тоже. Всегда интересно наблюдать за тем, как новая политика может повлиять на рабочую среду. Определенно. Надеюсь, это приведет к повышению эффективности рабочих процессов для всех. Скрестим пальцы. Всегда хорошо, когда руководство прислушивается к потребностям сотрудников. Да, коммуникация жизненно важна для успешного рабочего места. Урок 4. Эффективные встречи. Привет, Анна. Я читал об эффективных стратегиях встреч. Звучит интересно. Чему вы научились? Я обнаружил, что это можно регулярно делать с участием до 6 человек. Это хороший размер. Как вы думаете, почему 6 – идеальное число? Это позволяет каждому делиться своими мыслями, не впадая в хаос. Именно так. Большие группы могут затруднить участие всех. Верно. Я также узнал, что небольшие группы очень полезны для деловых дискуссий. Да, они могут способствовать улучшению коммуникации и сотрудничества. Кроме того, разные люди могут предложить уникальные перспективы. Абсолютно. Разнообразие точек зрения часто приводит к появлению более инновационных решений. Вы когда-нибудь участвовали в слишком большом собрании? Да, казалось, что половина времени была потрачена на то, чтобы всех услышали. Это может расстраивать. Как вы думаете, как лучше всего справиться с этим? Я считаю, что определение четкой повестки дня до встречи имеет решающее значение.
Отличная идея. Это позволяет сосредоточиться на обсуждении и идти в нужном направлении. Кроме того, предоставление каждому человеку возможности говорить поможет каждому почувствовать, что его ценят. Я согласен. Важно создать инклюзивную среду. Как вы думаете, технологии могут помочь в этом? Определенно, такие инструменты, как видеоконференции, могут эффективно соединять удаленных членов команды. Да, и они могут записывать обсуждения для тех, кто не смог присутствовать. Именно так. Таким образом, все остаются в курсе событий и остаются вовлеченными. Урок 5. Основы пляжного отдыха. Привет, Анна. Я так рада нашему пляжному отдыху. Я тоже. Вы нашли все, что нужно для поездки. Почти. Я купила модную пляжную одежду, которой мне не терпится похвастаться. Это круто. Какие стили вы выбрали? Я купила яркий красочный купальник и стильный накидка. Звучит идеально для пляжа. Я планирую купить новые солнцезащитные очки. Отличная идея. Солнцезащитные очки необходимы для защиты глаз от солнца. Именно так. Кроме того, они добавляют забавности любому наряду. Я согласен. Вы приносите какие-нибудь аксессуары. Да, я нашла симпатичную пляжную шапку, чтобы не попадать на лицо от солнца. Это умно. Хорошая шляпа может иметь большое значение. У вас есть готовая пляжная сумка. Верю, он достаточно большой, чтобы в него поместились полотенца, солнцезащитный крем и закуски. Закуски необходимы. Что вы возьмете с собой? Я думаю о свежих фруктах и батончиках с мюсли. Вкусно. Здоровые закуски отлично подходят для дня на пляже. Абсолютно. И я принесу хорошую книгу для спокойного чтения. Звучит замечательно. Я обожаю читать у океанских волн. Я тоже. Благодаря нашим модным находкам мы будем готовы к пляжному отдыху. Урок 6. Динамика в классе. Привет. Анна, вы заметили, как шумно иногда становится в нашем классе? Да, может быть довольно громко, особенно когда все говорят одновременно. Именно так. Как будто у меня в ушах начинает звенеть, когда это происходит. Я знаю, что ты имеешь в виду. Бывает сложно сосредоточиться на инструкциях учителя. В нашем классе полно парт, поэтому в нем становится еще теснее. Верно. А когда в нашем классе много учеников, может быстро наступить хаос. Как вы думаете, небольшие классы помогут справиться с шумом? Определенно. Меньшая группа позволит лучше общаться. Кроме того, учитель мог уделять больше внимания каждому ученику. Именно так. Таким образом, мы могли бы задавать вопросы без спешки. У вас когда-нибудь был класс подходящего размера? Да, на моем последнем уроке рисования было всего 10 учеников, и это было очень увлекательно.
Звучит круто. Каждый мог свободно делиться своими идеями. Да, и у нас было больше времени для отзывов о наших проектах. Думаю, это важно для обучения. Как вы относитесь к групповой работе? Мне нравится, но также может быть шумно, если все пытаются говорить одновременно. Верно. Все дело в том, чтобы найти баланс между сотрудничеством и сосредоточенностью. Согласен. Возможно, мы можем предложить нашему учителю некоторые изменения. Отличная идея. Улучшение условий в классе пойдет на пользу всем. Урок 7. Кулинарные приключения. Привет. Анна, ты недавно открыла для себя здесь какие-нибудь новые рестораны? Привет, Джон. Да, я нашла специальную программу йоги, которая также предлагает варианты здорового питания. Звучит интересно. Они сосредоточены на вегетарианских или веганских блюдах. У них есть разнообразие. Некоторые блюда вегетарианские, а другие веганские и не содержат глютена. Мне нравится, когда рестораны обслуживают разные диетические потребности. Какое твое любимое блюдо там? Я попробовала салат из киноа с жареными овощами, и он оказался очень вкусным. Так свежо и сытно. Звучит потрясающе. Я всегда ищу идеи здорового питания. У них есть смузи. Да, они предлагают широкий выбор смузи с фруктами и суперпродуктами. Ягодная смесь. Моя любимая. Вкусно. Обожаю ягодные смузи. Есть ли другие места, которые вы рекомендуете? Только что открылось новое тайское заведение. Я слышала, что у них невероятный пад-тай. Я давно хотела попробовать настоящую тайскую кухню. А как же варианты десертов? У них есть кокосовый липкий рисовый десерт, который звучит восхитительно. А, обожаю кокос. Похоже, это обязательно нужно попробовать. Думаете, нам стоит посмотреть это вместе? Абсолютно. Здесь всегда приятно открывать для себя новые места, где можно поесть с другом. Я согласен. Изучение местной кухни– такое увлекательное приключение. Давайте спланируем день на вылазку. Урок 8. Воспоминания о зоопарке. Привет. Анна, в детстве я вспоминала, как посещала зоопарк. Звучит забавно. У вас было любимое животное, которое вы хотели увидеть. Мне всегда нравилось наблюдать за слонами. Они казались такими нежными и мудрыми. Слоны потрясающие. Мне очень понравились львы. Их рев был очень сильным. Это правда. Меня всегда восхищало, насколько они велики. Ты часто бывал в зоопарке? Не совсем. Моя семья жила далеко, поэтому мы ездили туда всего пару раз в год. То же самое и здесь. Каждый раз, когда мы приезжали, мы чувствовали себя особенными. Ты помнишь какой-то конкретный визит? Да, однажды мне пришлось покормить жирафа. Его язык был таким длинным. Это такой классный опыт. Мне тоже всегда хотелось покормить кого-нибудь. Это было незабываемо. А как же ты?
Какие-нибудь памятные моменты? Я помню день, когда обезьяна пыталась украсть мою шляпу. Это было забавно. Обезьяны могут быть такими озорными. Кажется, они всегда что-то замышляют. Да, они меня рассмешили. Ты когда-нибудь фотографировался в зоопарке? Много. Мне нравится оглядываться на эти фотографии. Они навевают столько воспоминаний. Мне тоже стоит раскопать мои старые фотографии. Было бы здорово вместе повспоминать друг друга. Определенно. Возможно, мы сможем когда-нибудь спланировать поездку в зоопарк и запечатлеть новые воспоминания. Звучит как отличная идея. Мне бы очень хотелось испытать это снова. Урок 9. Монархи по всему миру. Привет, Анна. Я читала о том, что в большинстве стран больше нет королей и королев. Это правда. Удивительно, сколько стран перешли на другие формы правления. Да, однако некоторые страны остались конституционными монархиями. Именно так. В таких странах, как Великобритания и Япония, все еще есть императоры и монархи. Мне очень интересны королевские традиции в этих странах. Я тоже. Церемонии и мероприятия имеют богатую историю. Вы когда-нибудь смотрели королевское событие, например, свадьбу или коронацию? Да, я смотрел свадьбу принца Гарри и Меган. Это было потрясающе. Это было прекрасное событие. Музыка, одежда, все было так элегантно. Абсолютно. И это вызвало огромный ажиотаж у людей по всему миру. Интересно, как члены королевской семьи все еще могут привлекать внимание общественности сегодня. Определенно. Как вы думаете, монархия способствует формированию национальной идентичности? Думаю, так оно и есть. Это связывает людей с общей историей и культурой. Это хорошее замечание. Некоторые люди гордятся своим королевским наследием. Верно. Но ведутся также споры о том, устарели ли монархии. Верно. Некоторые утверждают, что выборные должностные лица должны быть единственными лидерами. Это сложный вопрос. Что вы думаете о монархиях в наше время? Думаю, они могут сосуществовать с демократией, если у них не будет слишком большой власти. В этом есть смысл. Баланс важен для здорового общества. Урок 10. Объятия природы. Привет, Анна. Я думала о том, как мне нравится жить в этом прекрасном месте. Звучит замечательно. Что тебе в этом больше всего нравится? Я живу за счет красоты, которая меня окружает. Она вдохновляет меня каждый день. Природа может так воодушевлять. Вы много времени проводите на свежем воздухе. Абсолютно. Я хожу по тропам, которые ведут меня к захватывающим дух видам. Звучит потрясающе. Какие тропы вы исследуете? Здесь есть лесные тропы с высокими деревьями и открытые поля, полные полевых цветов.
Вау! Представляю, как это должно быть мирно. Ты фотографируешь? Да, мне нравится снимать пейзажи. Каждый сезон приносит что-то новое. Отличная идея. Какое твое любимое время года для пеших прогулок? Думаю, осень моя любимая. Цвета яркие и волшебные. Я согласен. Свежий воздух и разноцветные листья делают все живым. Именно так. Это идеальное время, чтобы поразмышлять и оценить природу. Вы когда-нибудь видели дикую природу во время прогулок? Да, я видел оленей, кроликов и даже нескольких ястребов. Это захватывающе. Наверное, это фантастический опыт. Природа полна сюрпризов. Это действительно так. Находясь на улице, я чувствую такую связь с окружающим миром. Понимаю. Время, проведенное на природе, может быть очень омолаживающим. Определенно, это напоминает мне о том, что нужно сбавить скорость и наслаждаться простыми вещами. Урок 11. Навигация по водам. Привет, Анна. На днях я выучил новый термин, связанный с водой. Правда. Что это такое? Это называется судоходная вода. Она описывает воду, которая достаточно глубока, чтобы по ней можно было безопасно перемещаться. Это интересно. Значит, это важно для лодок и кораблей, верно? Именно так. Если вода непригодна для судоходства, суда могут застрять или повредиться. Вы когда-нибудь катались на лодке? Да, однажды я катался на небольшом речном судне, и мне было очень весело. Звучит захватывающе. Вы видели какие-нибудь интересные достопримечательности вдоль реки? Мы это зелий. Здесь были красивые деревья и даже дикая природа. Обожаю бывать на природе. Наверное, на воде было спокойно. Так оно и было. Нежный шум воды так расслаблял. Помните ли вы какие-либо конкретные моменты из этой поездки? Да, мы заметили семейство уток, плавающих рядом с нами. Как мило! У природы всегда есть такие маленькие сюрпризы. Абсолютно. Я поняла, что понимание судоходных вод важно для безопасности. Определенно. Удивительно, как география влияет на нашу деятельность. Так оно и есть. Знание глубины воды может помочь в планировании таких мероприятий, как рыбалка или катание на лодке. Отличное замечание. При этом важно бережно относиться к природе, наслаждаясь ею. Не могу не согласиться. Информация делает наш опыт еще лучше. Урок 12. В Лондон. Эй, Анна, знаете что? На следующей неделе я иду в Лондон. В самом деле, это захватывающе. Как насчет тебя? Я тоже иду в Лондон. Какое совпадение? Кажется, нас обоих ждет одно и то же приключение. Что ты планируешь увидеть?
Я хочу посетить Британский музей и увидеть исторические артефакты. Отличный выбор. Я слышала, что у него невероятная коллекция. Да, меня особенно интересует розетский камень. А как же ты? Я хочу осмотреть Букингемский дворец, возможно, увидеть смену караула. Звучит как забавный опыт. Ты уже бывал в Лондоне. Нет, это будет мой первый раз. Не могу дождаться, когда все увижу. То же самое и здесь. Я слышу, что улицы полны яркой культуры. Определенно. Я также с нетерпением жду возможности попробовать традиционные британские блюда. Я тоже. Обязательно попробуйте фиш and чипс. А как насчет послеобеденного чая? Звучит так мило. Я согласен. Мне бы очень хотелось насладиться выпечкой за чашкой чая. Отлично. Нам также следует запланировать посещение некоторых местных рынков. Отличная идея. У них часто есть уникальные изделия ручной работы и блюда. Да, мне нравится находить специальные сувениры на память о поездке. Абсолютно. Это будет незабываемое приключение для нас обоих. Урок 13. Передвижение. Привет, Анна. Ты знаешь, как добраться до художественной галереи? Да, верю. Отсюда не так уж далеко. В самом деле, я подумала, что это может быть долгая прогулка. Нет, это немного далеко, но вы можете легко добраться туда на автобусе или такси. Звучит удобно. Как часто ходят автобусы? Они запускаются каждые 15 минут, так что вам не придется долго ждать. Отлично. Как вы думаете, стоит ли его посетить? Абсолютно. Экспонаты потрясающие и постоянно меняются. Обожаю современное искусство. Представлены ли какие-нибудь конкретные художники? Да, у них есть работы местных и зарубежных художников. Это захватывающе. Мне бы очень хотелось увидеть несколько уникальных экспонатов. Вы обязательно найдете что-то, что бросается в глаза. Как думаешь, сколько мне там провести? Я бы порекомендовал хотя бы 2 часа, чтобы по-настоящему насладиться экспонатами. Отлично. Я обязательно выделю достаточно времени. И не забудьте заглянуть в сувенирный магазин. У них есть несколько интересных вещей. Потрясающе. Обожаю находить уникальные сувениры. Я тоже. Это отличный способ запомнить ваш визит. Спасибо за советы, Анна. Не могу дождаться, когда уйду. Урок 14. Изучение новых мест. Привет, Анна. Я слышал об открытии нового рынка в центре города. А, правда. Похоже, это интересное место для прогулок. Да, я слышала, что здесь будут местные ремесленные изделия и вкусная еда. Мне нравятся такие рынки. У них такая яркая атмосфера. Именно так. Кроме того,
Это отличный способ поддержать местных художников и продавцов. Я ценю все ваши предложения о местах, которые стоит посетить. Я рада это слышать. В нашем городе есть что открыть для себя. Есть ли у вас конкретные поставщики, которых вы хотели бы видеть? Я с нетерпением жду продуктовых киосков. Я много слышала о тако. Тако звучат потрясающе. Надеюсь, у них есть уникальные вкусы. Я слышала, что они попробуют пряное манго и курицу чипатле. Вау! Звучит очень вкусно. Я их тоже обязательно попробую. Мы должны пойти вместе и посвятить этому день. Это фантастическая идея. Мы можем осмотреть рынок и пообедать. И, возможно, найдите классные подарки ручной работы для наших друзей. Да, мне нравятся уникальные подарки, рассказывающие историю. Это будет веселое приключение. Не могу дождаться, когда смогу посмотреть это вместе с вами. Урок 15. Стресс при покупках. Привет, Анна. Вы когда-нибудь испытывали стресс во время покупок? Ах да, безусловно. Иногда это может быть действительно ошеломляюще. Я знаю, что ты имеешь в виду. Раздражает, когда в магазинах слишком многолюдно. Определенно. Покупки могут стать стрессом для всех участников. А когда люди обходят стороной друг друга, возникает ощущение хаоса. Именно так. Я предпочитаю делать покупки в более спокойное время, если могу. Это умная идея. Какое твое любимое время для покупок? Для меня обычно лучше всего подходит раннее утро или поздно вечером. Я согласен. Кроме того, таким образом вы получаете больше внимания со стороны персонала. Верно. Приятно, когда кто-то помогает вам без спешки. Приходилось ли вам когда-нибудь делать покупки, которые приносили удовольствие? Да, в прошлом месяце я была на всплывающем рынке, и там было так оживленно. Звучит захватывающе. Что вам в этом понравилось больше всего? Атмосфера была прекрасной, и я нашла несколько уникальных вещей ручной работы. Мне нравится открывать для себя уникальные вещи. Ты купил что-то особенное. Да, я купила красивую кружку с ручной росписью. Теперь она моя любимая. Это круто. Я думаю, что уникальные вещи делают покупки выгодными. Абсолютно. Все дело в опыте и находках. Давайте скоро планируем вместе посетить некоторые местные рынки. Подпишитесь, поставьте лайк и поделитесь нашим каналом. Ваша поддержка помогает нам создавать больше отличного контента. Спасибо!